Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие новости, что сегодня ожидается и какие движения по нефти, золоту, рублю, доллару и другим активам на сегодня прогнозируется. Вы на канале Ниндзя Капитал. Так, друзья, вчера Пауэлл отчитывался в Конгрессе, масса вопросов было, жаркие дебаты, итог, как я вижу, к чему это все закончилось или какие можно сделать выводы, что на самом деле инфляция никуда не денется, и новые составляющие инфляции, которые будет оказывать существенный рост на инфляцию, это то, что связано с недвижимостью, с ее стоимостью и с арендой. Подержанные автомобили отойдут на второй план, появится новый, более сильный козырь, который будет стремительно толкать цены наверх. Ну а ФРС придется очень внимательно относиться к проблеме того, что взвинтили цены на жилье. Потому что с одной стороны это благосостояние американцев, с другой стороны это создает очень высокие издержки с тем, что связано владением недвижимостью и арендой недвижимости. Здесь, конечно, непростая дилемма получается, потому что в Америке все очень взаимосвязано сильно, все сегменты экономики. Та же недвижимость, это ипотечные кредиты, ипотечные ценные бумаги, которые даже после кризиса 2008 года никуда не делись, но там ввели значительное регулирование в части того, чтобы паковать вместе плохие и хорошие кредиты, надзор за этим организовали. Но в целом, то есть закладная, это одна из основ американской экономики. Ну и здесь, что примечательно, инфляция от 2% значительно сильно оторвалась вверх. Если, допустим, с подержанными автомобилями можно было сказать, что инфляция выросла сейчас летом, потому что не хватает новых автомобилей, там в том числе из-за проблем с выпуском полупроводников, которые входят в состав каждой новой машины, то теперь как бы уже так сказать не получится, потому что жилье, оно имеет устойчивый спрос, это раз. И второй момент, оно очень сложно завязано во все остальные сегменты экономики, и здесь так просто не возьмешь и не повернешь кран. Ну и вчера, конечно, при отчете Пауэлла там в значительной степени было разделение, потому что республиканцев волновало, когда прекратят скупку активов и перегрев экономики. Соответственно, демократов интересовало, как можно применять в дальнейшем стимулирующие меры для того, чтобы стабилизировать и улучшить рынок труда. Потому что сейчас в Америке возникла ситуация, когда нехватка рабочей силы, потому что неквалифицированные работники, они предпочитают не выходить на работу, либо бегать туда-сюда, потому что в любом случае они получают поддержку, которая позволяет им вести текущий образ жизни. И действительно, то есть в Америке снижение безработицы, оно столкнулось с тем, что стимулирующие меры, они препятствуют тому, чтобы безработица вернулась на докризисные уровни. Это тоже один из непростых моментов в вопросах, которые придется решать ФРС, и вопрос в том, насколько успешно они смогут это решить. Я думаю, что не успешно, потому что если они, для того, чтобы эту ситуацию разрешить, надо прекратить часть стимулирующих мер, связанных с выплатами, ну а соответственно прекращение части стимулирующих мер ухудшит общую ситуацию и может что-то обвалить. Так, ну вот то, что связано непосредственно с рынком недвижимости, стоимость пиломатериалов продолжает падать. Однако на розничные цены и стоимость домов это пока не влияет. И вообще, как бы по мнению ряда участников рынка, вот это движение вниз пиломатериалов, оно связано с тем, что просто крупные участники рынка, застройщики, они закупают подешевевшие пиломатериалы. Я думаю, здесь в большей степени, скорее всего, сезонное движение, которое с закупом крупными игроками связано, потому что, ну, действительно, пик строения это обычно апрель-июнь, соответственно, этот период прошел, и мы видим вполне естественное снижение стоимости. Но опять же, речь не идет о возврате на докризисные уровни, все равно пиломатериалы выросли в 1,5-2 раза, цена больше, чем то, что было до кризиса. Но опять же, это составляющая роста стоимости недвижимости. Но вот опять же, непростая такая дилемма выходит в Соединенных Штатах. С одной стороны, для того, чтобы экономика продолжала развиваться, для того, чтобы отскок продолжился и восстановление постковидное,
Для этого надо денежку туда заливать, потому что денежка, когда заливается, производится товар-услуга, потом товар-услуга потребляется и экономика работает. Но когда этот цикл прошел, денежку надо куда-то девать. Самый прекрасный вариант, куда ее девать, это либо вывести из страны, либо запаковать ее в акции или в какие-то деривативы. Но когда эта денежка начинает идти в недвижимость, это уже становится очень опасно. Потому что приводит это к росту цен на недвижимость. И, соответственно, в перспективе у американцев увеличиваются затраты на аренду и на налоги, связанные с недвижимостью. И это приводит к тому, что падает покупательский спрос. И опять же, экономика начинает тормозиться. И тут, конечно, самое выгодное для ФРС, для американского правительства, поскольку все равно деньги надо печатать для восстановления экономики, создать какие-то новые барьеры для того, чтобы не росли цены на недвижимость. Ну, подсказываю, например, там же у них налог от рыночной, от кадастровой стоимости, соответственно, просто увеличить процент этого налога. И все это придет к тому, что рынок недвижимости, жилья, он не будут цены расти в таком темпе, они стабилизируются и, может быть, даже немножко просядут. Так, ну вот такие одушевляющие статьи в российских источниках. Сланец поднимает голову, США начала резко расти добыча нефти. Ну как, она уже какое-то время там растет. Как только, в общем-то, выше 42 долларов за баррель по бренту ушли, сразу сланец начал поднимать голову. Так, друзья, давайте пробежимся по позициям на форте ММВБ, для того, чтобы понять, какая ситуация. Так, по РТС делают ставку на коррекционный откат юридические лица. А вот по ВТБ здесь ситуация такова, что сегодня, возможно, ВТБ будут гнать наверх. Газпром, здесь либо консолидация, либо тестирование нижних значений по факту отсечки. Сбер, здесь ставка на то, что Сбер, наверное, в районе 300 будет толкаться. 300-304. ГМК, здесь ставка на то, что ГМК сегодня будет консолидироваться. Рубль-доллар, здесь, в общем-то, сложно сказать, пока что юрики не делают устойчивые ставки ни на рост, ни на укрепление рубля. Ни на рост доллара, ни на укрепление рубля. Тут слишком маленькое отклонение значений. Евро-доллар, здесь ставка на то, что евро к доллару будет снижаться. Евро-рубль, ставка на укрепление рубля. Нефть, здесь ставка на консолидацию, на боковик. Золото, ставка на рост. Серебро, ставка на рост, ну, боковик, скорее даже рост. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Так, Baltic Dry пытается корректироваться, но текущее значение, оно все равно достаточно высокое. И поэтому здесь пока никаких надежд для того, чтобы инфляция издержек снижалась, не происходит. Так, далее Китай, китайский фондовый индекс, дневной таймфрейм, немножко он отскакивает, но он сейчас находится в боковике. Здесь, в общем-то, это связано, все это движение с тем, что сегодня вышла статистика по Китаю. С одной стороны, есть позитивные данные, то, что идут инвестиции в основной капитал. Но опять же, если год к году смотреть, то здесь идет нисходящая тенденция. То есть был очень мощный всплеск в марте, но сейчас этот всплеск постепенно снижается. Но это вполне как бы очевидно в связи с тем, что максимум отскока он пройден ковидного, и соответственно сейчас идет выход на плато, который было ранее. Так, далее ВВП Китая поквартальный вышел позитивный, но год к году вышел уже слабенький ВВП. Был прогноз 8,1, сейчас 7,9. Соответственно, ну, о чем это говорит? С одной стороны, более 6%, это значит, Китай пока устойчиво идет по фарватеру. Но с другой стороны, то, что начинается отклонение от прогноза, это говорит о том, что что-то там сбоит. И, скорее всего, здесь есть масса факторов для сбоя. Это и некоторое ослабление экспорта, потому что все напряглись в ожидании третьей волны ковида. И с другой стороны, ставка на внутренний спрос, его развитие, она неудачно развивается. Ну а то, что здесь значение меньше предыдущего, это ни о чем не говорит, потому что вот это значение 18,3%, это результат так называемого отскока дохлой кошки, который произошел у всех.
То есть был ковидный провал, после этого все резко начали отскакивать. Поэтому в части ВВП это отличие этих показателей, оно несущественно. А вот то, что даже на 2% идет отличие от прогноза, вот это негатив. Так, ну и тем не менее объем промышленного производства растет. Вот. Здесь, в общем-то, и краеугольный камень, который, скорее всего, заключается в том, что все-таки пока экспорт держится на достаточно высоких уровнях, но политика, связанная с развитием внутреннего спроса, она очень сильно тормозит. Но опять же это связано с демографией и с менталитетом. Так, ну безработица Китая 5%, ну для таких стран как Китай, где подобные устройства это не показатель. Так, сегодня еще по Японии индекс деловой активности в секторе услуг немножко проседает. Ну как, немножко-то, здесь и немножко, аж на 2% по сравнению с предыдущим значением снижения. Но дело в том, что экономика Японии, у нее достаточно большой запас прочности после так называемых потерянных 90-х годов, когда финансовая политика, которая приводила, вызвала сильнейшую стагнацию экономики. Так, друзья, далее сегодня ежемесячный отчет ОПЕК в 2 часа. И потом идет статистика по США, в том числе число первичных заявок на получение пособий по безработице. И в 15:30 опять же индекс производственной активности от ФРБ Филадельфия. Ну и в 16:30 опять сегодня выступает Пауэлл. Понравилось ему это дело выступать. Так, друзья, опять графиком. ВИКС вчера он просел. Это говорит о том, что сегодня есть основания для положительного движения на рынках. Ну или по крайней мере, чтобы рынки сегодня не падали. Так, S&P 500 дневной таймфрейм. Здесь он консолидируется на хаях. Ну, скорее всего, сегодня вот эта вся ситуация, консолидация на достигнутых значениях, она и продолжится. Так, далее биткоин. Ну там постоянно негативные новости идут из Китая, что они то так хотят защемить криптовалюту. И поэтому пока что он находится вот в этой консолидации 33 700, 30 500. То есть здесь, в принципе, он уже созрел, набор произошел, но постоянный негатив новостной, он мешает ему отскочить и сходить хотя бы на 52. То, что происходит, негативные новости из Китая и новые поползновения в части регулирования криптовалютного оборота могут, в общем-то, достаточно длительное время продержать в этом боковике. И кто-то уже начинает говорить о том, что биткоин направит на 10 тысяч. Такое вполне может произойти, но надо помнить, что криптовалюта, она имеет обыкновение периодически отскакивать очень сильно и показывать новые максимумы. Но опять же, обращаю внимание, это очень-очень рисковое вложение. Так, друзья, далее золото. Сегодня идет консолидация после вчерашнего роста. Сейчас цель движения в ближайшей перспективе 1862-1882, вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, и переходя к часовому таймфрейму, здесь у нас сформировался диапазон движения 1821-1830. Соответственно, если возникает пробой 1830, то отсюда очень быстро может развиться движение, у которого цель будет 1845 и даже 1862. Если у нас возникает пробой нижнего значения 1820-1821, то отсюда вполне вероятен коротенький задерг, его цель 1814. На текущий момент, конечно, сохраняется откат золота на 1800 и ниже, но вероятность этого события она не столь высока. На сегодня либо боковик, либо попытка пробития и дальнейшего движения вверх. Так, друзья, давайте нефть мы немножко из другого ракурса посмотрим. Дневной таймфрейм. Да, как бы то, что произошло вчера, это неприятно несколько, но пока еще это не критично. Вверх, к сожалению, не пошли, но здесь сейчас боковик в диапазоне 74,2, верхняя граница 76,8. Если будет продолжение сегодня повторное пробоя вот этого диапазончика 73,6, 74,2, то, соответственно, сегодня произойдет возврат и проторговочка в диапазоне 72-74. То, что мы вот ранее здесь наблюдали. Если рассматривать дневку, то здесь
на сегодня более вероятна стабилизация в районе 74,2 и отскок повыше в районе 75,4. Так, ну и переходя к часовику, здесь все, разворот произошел. И если сейчас пойдет движение и закрепление в районе 74,6, вот в этом диапазоне, то отсюда у нас возникнет следующий импульс движения, у которого цель будет сходить на 76,2, тот уровень, о котором мы уже неоднократно упоминали. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Здесь у нас на текущий момент пошла попытка роста доллара против рубля. Первая цель 74,25. И в случае, если здесь начинается проторговочка, то на сегодня следующая цель движения 74,4. В идеале, конечно, бы ему сходить на 75, но посмотрим, как вот этот диапазон отторгуется. Если здесь он начнет торговаться, то может быть сегодня подтянут и повыше. Здесь две противоборствующие силы, не считая нефти. С одной стороны, это то, что развивается налоговый период, с другой стороны, то, что идет накопление валюты по факту дивидендных выплат. Поэтому здесь есть все основания для того, чтобы сегодня, сначала вот сюда вот сходить, потом попытаться отскочить повыше. Обращаю внимание, если сейчас будет коррекционный откат с пробитием 74, то, соответственно, в этой ситуации мы в первой половине дня уйдем торговаться вот сюда в район 73,9, 73, 75, вот сюда вот в этот диапазон. Пока то, что здесь происходит, указывает на то, что на текущий момент больше вероятность движения вот сюда вот и возможно даже повыше. Но надо четко помнить, есть определенные уровни, определенные тенденции, которые, если нарушаются, то возникает противодействие и движение в другую сторону. Сейчас вот удержание 74-73,9, оно приведет к тому, что мы в первой половине дня получим рост доллара против рубля. Друзья, все, основные активы, основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов. Если вам понравилось, ставьте